Так, ну мясо я буду резать кусочками примерно. Так, ну здесь у меня будет свинина, свиная шея и немного говядины. Говядину я положу так, чтобы было побольше мяса, просто свинина осталась маленький кусок. А так из свиной шеи шашлык очень мягкий получается. Ну, какие-то вот такие кусочки примерно получаются. Ну, примерно вот такие кусочки у меня получаются. Такие небольшие, не маленькие, чтобы успели и прожариться, и в то же время не сгорели снаружи, и в то же время не пересохли. Так, ну это у нас кусок говядины. Ну, вот этот кусок такой держит форму. Вот такие кусочки у меня получаются. Вот прям идеально. Дальше лук режем полукольцами. Ну, как обычно, в общем-то. Кстати, это ножик Мора Компаньон. На него обзор будет на моем основном канале. А может быть, он уже есть. Ссылка на мой канал будет в описании под видео. Канал Steinhaus. Посыпаем мясо луком, перемешиваем, солим, перчим. Перемешиваем все мясо с луком. Сейчас я помешаю, чтобы лук распался. Буду солить, перчить. И дальше чуть-чуть помешаем. Соли по вкусу, кому сколько нравится. Также немного черного перца. Ну, тоже по вкусу, кто любит поострее, кто... Так, все хорошенько перемешиваем, перемешали. Далее заливаем минералочкой. Минералка газированная, максимально насколько у вас есть газированная минералка. Все это заливаем. Ну, я вот так вот заливаю, чтобы покрылось. Вот, ну и все, накрываем крышечкой, оставляем, ну, часа на 2. Это такой самый простой маринад, без всяких заморочек, без всяких каких-то замороченных приправ, соусов. Оставляем на 2 часа и будем готовить. Так, ну вот мой новенький мангал. Обзор на него будет тоже на моем канале. А может быть, он уже есть. Я не знаю, какое видео выйдет раньше. Угли, значит, я разжигаю с помощью стартера. Давайте приступать. Что-то открыл пакет углей. Вот такие огромные куски. Не знаю, сюда вот... Если вот такие класть, сюда 5 штук войдет и все. Ну ладно, попробуем. Или труха, или вот такие огромные куски.
В этом, конечно, брикеты намного лучше. Они горят несколько часов, но намного дороже. В принципе, для шашлыка вот так один раз приготовить брикеты это слишком невыгодно выходит. Другое дело на гриле, там да. Так, ну надеюсь, этого хватит. Кладем брикетик для розжига. Все устанавливаем. В принципе, удобная вещь. Не нужно никакой химии поливать, никаким бензином. Там и жидкость для розжига, которая воняет. Удобно отмерять порцию, сколько нужно. Но, конечно, если такие огромные куски угля, то не очень удобно. Они очень много места занимают. Один кусок на пол стартера. Все, ждем минут 10-15, пока угли полностью разгорятся. Так, ну что ж, шашлык насадили. 4 шампура у меня получилось. Часть мяса я пока оставил. Значит, 2 шампура с говядиной, 2 со свининой. Угли у нас уже разгорелись. Можно высыпать. Так, старые угольки тоже подкинем, чтобы не пропадали. Может быть, разгорятся. Так, ну вот такие я не люблю, конечно, огромные кущины. Так, ну что ж, равномерненько разложили угли. Ну и все, выкладываем шашлык. Обзор на этот мангал будет у меня на канале, на моем основном канале Steinhaus. Это если вы смотрите на ютубе или на рутубе. А если на Яндекс.Дзене, то все это будет на одном канале. Все, теперь ждем, переворачиваем, смотрим, как они подрумяниваются, переворачиваем в другую сторону. Так можно с 4 сторон потом. Не только с 2, но и с боков, со всех 4 сторон подрумянить и снимать. Главное не пересушить и не сжечь. Знаешь, свинина это у меня шея, из нее получается шашлык вообще очень хороший, мягкий, если его правильно поджарить. Ну а говядина, она сама по себе должна быть жестче. Так, ну сюда можно сбоку поставить кирпич. Вот так вот, чтобы жар не выходил в бок. Ну и все. Кстати, удобно. Мангал вот такой я взял большой, хоть мне и не надо. Мне нужна только половина. Удобно что-то сюда ставить. Угли, допустим, откинуть лишнее или наоборот здесь разжечь новых углей, добавить. Маленький мангал, он такой неманевренный в нем. Менее удобно, мне кажется, жарить. Вот таким образом кирпичом я разделяю, и отлично все. Кстати, вот когда я выбирал мангал, я читал разные форумы, отзывы, комментарии везде, во всяких магазинах. Действительно, люди говорят, что если мангал невысокий, ну, у меня здесь 13 сантиметров, если не выше этого уровня, то огонь не возгорается под мясом. То есть жир капает на угли, но огня нет. Дым идет, но огня нет. Я уже много раз на этом, ну как много, это может быть 5-й раз после покупки этого мангала, на нем жарю шашлыки, ни одного раза огонь не вспыхнул. Действительно, но это объясняют тем, что между мясом и углем расстояние маленькое, там нет кислорода, и поэтому огонь не возгорается. А на высоких мангалах обычно у меня раньше всегда огонь горел, приходилось чем-то брызгать. А здесь вот реально, вот я на своем опыте вижу, ни разу ничего не сгорелось, даже от жира. Ну и плюс вот эти дырки говорят, что они абсолютно не нужны, от них только разгораются угли слишком сильно. То есть угли могут гореть и без этих дырок. Если нужно, можно чем-то помахать. Но вот такие советы я начитался в интернете. И действительно это так. Ну, по моему мнению, как мне, опять же, кажется, я не буду никого учить, ничего утверждать. Я лишь говорю свое мнение. Вот. Ну что ж, ждем. Так, здесь уже начинает подрумяниваться. Так, ну вот так вот можно менять местами, где шашлык сильнее жарится. Кладем на место того шампура, где он жарится менее сильно. Ну все, я думаю, готово. Свинина подрумянилась, говядина, ну тоже. Говядина, кажется, что подгорела, но нет, она просто... Само мясо темнее, я ориентируюсь по свинине, на ней более заметно, а говядина, она сама по себе более темная. Вот, давайте снимать. Вот такой шашлык получился. Ну, свинина действительно хорошо прожарилась. Внутри сочная, очень мягкая, потому что это шея. Вот, из шеи я больше всего как-то люблю шашлык делать, он самый мягкий получается. Вот.
Ну, а говядина, она тоже сочная внутри, но жесткая. Но это само по себе мясо такое. Поэтому я больше из свинины люблю шашлык делать. Все хорошо, все сочное, не подгоревшее, но пожестче, чем свинина. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также мой канал есть на Яндекс.Дзене, на Рутубе. Есть группа ВКонтакте, куда я делаю репосты сразу же после выхода видео со всех моих каналов. Также у меня есть основной канал с обзорами. Все ссылки будут в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Оставайтесь на канале.